Всем привет! 2 года в Литве. Время бежит. В этом видео я расскажу вам, как изменилась моя жизнь за эти 2 года. Я и раньше сравнивала свою жизнь в Беларуси и Литве, рассказывала, чем меня удивляет Литва, но сейчас, когда я живу в этой стране Евросоюза уже 2 года, у меня появились кое-какие новые факты, о которых я хотела бы вам рассказать. Первое. Мне нравится, что в Литве ты можешь распоряжаться своими налогами. Хоть это и малюсенькая их часть, но ты можешь сам выбирать, куда их потратить. И я, конечно же, выбрала пожертвовать 1,2% от своих налогов бездомным котикам. Можно также жертвовать костелам, различным партиям и организациям. Второе. Медицинские услуги. В Беларуси тоже сейчас есть электронные рецепты, но так получилось, что я их не застала, а здесь я ими активно пользуюсь. Также мне нравится, что существует такой портал, как Есвейката, где ты можешь посмотреть свою медицинскую карточку в электронном виде. Я просто в восторге от этой услуги. Не нужно спрашивать врача, что он там написал о состоянии твоего здоровья, или разбирать его почерк, чтобы это понять, или разыскивать результаты анализов. Это круто! Третье. Горячая вода в кране круглый год. Не могу этому нарадоваться. Летом в литовских квартирах горячей воды не бывает всего день-два, а не 14 дней, как в Беларуси. Греть воду на плите так много дней действительно напрягает. Сколько шуток существует по этому поводу. Но все сводятся к тому, что уже есть роботы, люди собираются полететь на Марс, а горячую воду по-прежнему отключают на 2 недели. Четвертое. В этом году я ходила на праздник, который организовывал костел. Сначала было богослужение, а после него праздничный концерт с бесплатными кашей и тортом. У православных такой традиции нет. Очень жаль. Мне кажется, это хорошая идея. Пятое. Я начала пользоваться кассой самообслуживания. В Беларуси такой нет, у нас везде кассиры. Иногда в Литве эти кассы работают только на литовском языке, но в большинстве случаев можно выбрать язык – русский, английский или литовский. Конечно, если такая касса работает только на литовском языке, туристам неудобно, а вот местным в самый раз. Если не знаешь литовского, будет еще один стимул выучить новые слова, которые касаются продуктов и обслуживания в магазине. В общем, мне, как интроверту, эти кассы очень нравятся. Шестое. Я начала приходить в поликлинику в точно назначенное время и заходить к врачу по расписанию, а не как в Беларуси, когда у тебя талончик на одно время, а ты заходишь в кабинет к врачу на полчаса, а то и час позже. К тому же в Беларуси часто бывает 2 очереди по талонам и по живой очереди. Да, такая очередь у нас тоже существует. Так вот, в Литве такого нет. Если вам нужно срочно обратиться к врачу, вы звоните в регистратуру и для вас находят талончик. К некоторым врачам можно попасть и по живой очереди, но это редко, к тому же очереди тогда никакой нет, ты просто приходишь и просишь, чтобы тебя приняли. Мне однажды нужно было срочно обратиться к врачу, и я была единственная без талона. Также мне нравится, что в специальном автомате перед приемом у врача нужно самому распечатать талончик, и тогда врач видит, что ты пришел и сам тебя вызывает. Нет этих вечных «кто последний?», «какой у вас номер талона?», а здесь по талонам или по живой очереди. И самое раздражающее людей – мне только спросить. Седьмое. Тоже про обычную литовскую поликлинику. В Литве не обязательно носить с собой средства гигиены, в поликлинике всегда есть жидкое мыло и туалетная бумага. Здорово! Конечно, так не только в поликлиниках, но и во всех общественных местах. Именно в таких мелочах и проявляется настоящая забота о людях. Восьмое. Важное для меня, как для сладкоежки. За круассаном больше не нужно ездить в кондитерскую. Вкусные булочки и торты можно купить в ближайшем магазине. Это и хорошо, и плохо одновременно. Плохо для фигуры, хорошо для души. И еще это очень удобно, экономит время, а также деньги.
потому что выпечка в магазине гораздо дешевле, чем в кондитерских. 9. Я начала сортировать мусор. В Беларуси, насколько я знаю, контейнеры для разных видов мусора стоят только для вида. Надеюсь, что-то изменилось за эти 2 года, и я просто не в курсе. В Литве же, насколько я знаю, мусор реально сортируют. Думаю, также практически все люди здесь сдают бутылки в таромат, и это очень хорошо. Реальная забота об окружающей среде. 10. Из грустного. В Литве часто приходится платить за парковку, но зато не нужно долго искать, где оставить машину. Кстати, некоторые люди надеются, что можно не заплатить и их не оштрафуют, но это вряд ли. Своими глазами не раз видела, как людям выписывали штраф. Лично я не советую рисковать и все-таки искать бесплатную стоянку или оплачивать место согласно правилам. А в центре города найти бесплатную парковку довольно проблематично, насколько я заметила. 11. Я начала задумываться о прививках против клещей. Все только и говорят про этих насекомых и прививки от энцефалита. Конечно же, в Литве стригут газоны, но риск все равно есть, так как здесь также много лесных массивов. Кстати, посмотрите, как скошена трава возле пешеходной дорожки. Это для того, чтобы на вас не напрыгнул клещ. Дорогие мои, спасибо за просмотр. Подписка, лайки, репосты и комментарии приветствуются. До встречи в следующих видео.